Самый первый раз, когда мы задумались о том, что надо работать с морально-волевыми, это еще, наверное, чуть ли не год 2009-2010, когда мы начали выступать по спортивно-живому бою, мы сталкивались с классическими проблемами для спорта, то есть как заставить человека транслировать свои навыки в турнир, что делать, если он проиграл. Самым первым человеком, который действительно внес очень серьезную такую свою лепту, это был Вячеслав Зарубин. Этот проект у нас далеко не первый, и у нас есть и спортивные мероприятия, которые мы совместно организовывали. И Олег Списовский, и Евгений, они занимались своими видами спорта. Занимался я, на самом деле, почти всем. Когда-то занимался толканием ядра, ездил на Украину, затем борьба, рукопашный бой, боевой самбо. Познакомился с Костей и пришел в их клуб, так как это очень весело. Бить людей палками. Глава фонда Веспасом Александр Сурков, он и явился тем человеком, который предложил и, собственно говоря, начал организовывать гражданские группы, убедил в необходимости это делать, и мы решили попробовать. Мы познакомились с Костей лет 5 назад, когда я нашел его в сети и попросил проконсультировать по эпизоду одной из своих книг. Мне нужен был специалист по историческому фехтованию, ножевому бою, который бы дал мне психологический рисунок сцены. Вот. После первой встречи мы начали практически сразу вместе работать. Вы выжили не потому, что вам там повезло, вы выжили потому, что вы к этому шли. Это категорически верно. Методикой и общей стратегией развития, в принципе, занимался я. Я первый столкнулся с этой проблемой, и, как я уже говорил, я предпочитаю не основываться на каких-то своих домыслах. Костя, как самый образованный, самый умный человек из нашей команды, он очень детально проработал всю теоретическую часть, переработал очень много материала. Мы никогда не изобретали никаких велосипедов. Мы смотрели на уже созданные велосипеды, причем неважно, это, не знаю, Ханстельхофер 14 века или это уже какие-то серьезные наработки второй половины 20-го. И поскольку мы этим занимаемся уже сильно не первый день, мы это все дело адаптировали. Мы не говорим то, что опять-таки мы изобрели велосипед. Нет, но вот велосипед, на котором ездят наши курсанты, он предназначен для наших дорог. Сенсей есть сенсей, он все организовал, его знания, его информация, его наработки. У меня было некое зерно, вот я его посадил, каждый из них, он добавил к этому зернышку что-то свое, кто-то сделал очень крепкий стебель, кто-то красивый цветочек такой нарисовал, еще что-то. До Майдана мы смеялись, что психологический тренинг никому не понадобится. Оказалось, что понадобилось, и вот те наработки, которые были, они оказались востребованными сейчас. С началом войны интерес возник уже у людей, которые раньше никогда даже об этом не думали. Завертелось все это с Донбассом, с Донецком, Луганском. Как-то так оно само собой, по-моему, и получилось. Дальше пошли практические занятия. Это они были рассчитаны сугубо на военных первоначально. Порядка 7 групп прошло, был обкатан какой-то алгоритм. Курс был ориентирован только на военных по той простой причине, что ребят военных с точки зрения психики не готовит никто и не готовил никто. Сука, не будь со мной больше! Ты меня понял? Данный курс является все-таки таким вводным ознакомительным мероприятием, которое знакомит человека с теми ситуациями, с теми состояниями, которые он может пережить в какой-то экстремальной ситуации. Одна из вообще задач курса, на самом деле, создать для людей нагрузку, с которой они не могут справиться комфортно. То есть никакой, будь ты хоть прекрасным спортсменом, ты не сможешь пережить нагрузку на одной своей физической выносливости и силе. Так что так или иначе тебе придется себя преодолевать. И вот одна из моих задач была создавать курсантам такую нагрузку, которую комфортно они переносить не способны. Чему учат? На самом деле ничему не учат. Это скорее расстановка для человека определенных акцентов. Очень важно, чтобы человек, который понимает, что он может столкнуться с какой-то страшной ситуацией, он может оказаться в бою, пережил многие моменты до этого. Иначе вот это весь боевой стресс, весь этот кошмар, ужас, который на него обрушится, он в той ситуации его раздавит.
Когда человек сталкивается с необходимостью причинять вред другому человеку, и это не обезличенная личность, это не обезличенный макет, в который ты стреляешь, то человеку очень сложно справиться внутри себя, чисто с точки зрения психики, с тем, что его ждет. Без курса, возможно, человек либо не столкнулся с какими-то проблемами, либо столкнулся тогда, когда от этого будет зависеть его жизнь. Ты проебал бойца, блядь! Сука! Быстрее работай! Быстрее! Последний год очень сильно изменил наших людей. Мы были удивлены мотивированности этих людей, желанию узнать о себе что-то новое, желание расти в этом плане. Интересный фактор, с которым мы столкнулись, это то, что зачастую курсанты гражданские превосходят по своей мотивации и по своим установкам курсантов-комбатантов. Мы долго совещались, пускать, не пускать, потому что все-таки это очень большие нагрузки, как физически, так и уж что греха таить, психика все-таки. Для меня был в некоторой степени небольшой ужас, чтобы гражданских не поубивали. Оказалось, что нормальные, не военные, мотивированные ребята в некоторых случаях даже более устойчивы, чем военные, особенно новобранцы. У нас было 2 группы, статистика которых чисто гражданских была лучше, чем статистика условно комбатантов. Больше людей дошло, люди с большим усердием работали, они давали намного больший уровень отдачи. То есть, когда ты говоришь, думая о том, что здесь произошло, ты видишь, что человек действительно думает. Очень удивили девушки, пришедшие на тренинги. Честно говоря, всегда относился к девушкам в спорте, особенно вот в таком жестком спорте, несколько снисходительно, но после этого тренинга я, пожалуй, изменю свои взгляды, потому что, увидев, как вроде как маленькая и хрупкая девочка проходит испытания, которые не каждый взрослый парень способен пройти, это сильно, это очень сильно. Что мне поебать, не пизди! Снимаем гиф! Молча! Снимай гиф! Бегом, блядь, следующая парня! В чем основное отличие условно воина, не обязательно военного, от нормального человека? Когда где-то там взрывы, выстрелы и тому подобное, нормальный человек должен взять и убежать. Воин должен идти туда. То есть он делает на самом деле что-то, чему его природа должна сопротивляться, и она сопротивляется. Наша задача, вот наша миссия сделать что-то, чтобы как можно больше людей вернулось оттуда живыми и здоровыми. Человек сам должен понимать свои психофизиологические реакции и правильно на них реагировать. Поэтому мы на протяжении всего курса объясняем людям, что бы с вами ни случилось, в плане психофизиологии это нормально. И человек, вернувшись из этой ситуации, вырвавшись из этой ситуации, он должен понимать, что все, что было там, все, как я себя вел и почему было так, это нормально. Ближайшие планы всеми силами навязать эти тренинги военным и в той или иной степени их врезать в систему существующей боевой подготовки. Считаем, что это не просто нужно, а необходимо. Если он показал эффективность, значит нужно это делать, потому что это спасает жизнь. Хочется надеяться, что это будет полезно людям. Хочется верить в то, что это будет полезно и нашим солдатам. И очень хочется верить в то, что командование поймет, чем мы занимаемся, что это за курс и что это действительно нужная и важная вещь в подготовке солдат. Не сочтите это за суперсредний личностного роста. На полном серьезе стали и сказали друг другу спасибо. Дякую вам. Чоловік. Давайте все вместе. Вы потрясающие, потрясающие. Молодець.